Ребята, всем привет! Вы, наверное, сейчас будете смеяться, а может быть даже дико хохотать. Потому что опять на канале тема гигантских фонариков. И этот видос обещает быть очень интересным. Потому что недавно я прикупил на Алиэкспрессе просто нереально мощную светодиодную сборку. А вот так она выглядит. Можете обратить внимание, что здесь светодиоды скучкованы и занимают маленькую площадь. Поэтому, возможно, очень хорошо сфокусировать светодиодный луч, чтобы он практически как лазером бил и особо не рассеивался. Для сравнения покажу вам светодиод, который стоит внутри этого фонарика. Здесь под линзой находится 100-ваттный светодиод. Вот так он выглядит. Ну, а этот выглядит вот так. Видите? 100 ватт гораздо большую площадь имеет, чем 300 ватт. Покупал в Китае. Вот они данные. Видите? 300 ватт написано. Мы это еще сейчас проверим, не сгорит ли этот модуль при такой мощности. Написано, что подавать нужно 15-17 вольт. Ну, начнем где-то с 15, что-то как-то боязно. Я уже 12 ему подавал, и он уже выдавал под 80 ватт. Светит, конечно, очень круто. Ну, а конструкция, сами смотрите, какая. Здесь пластина, похоже, что латунная, где-то 3-миллиметровой толщины. Ну и так, размеры гигантские. 50 на 70, что-то типа того. Радиатор я уже сам прикрутил, потому что нужен хороший теплоотвод. Также хочется поставить вентилятор. Ну, пока можно и так попробовать кратковременно, на что он способен. Итак, поехали. Давайте-ка пощупаем его за вымя, посмотрим, что он выдает. Лабораторный блок питания здесь не канает, потому что у него максималочка всего лишь 5 ампер. И нам придется использовать 4S литий-полимерный аккумулятор. Вот 4-баночный. Подключу к ваттметру, и мы сразу увидим, сколько ватт у нас получится. Аккум заряжен не полностью, суммарное напряжение 15,2 вольта. Хоть на светодиоде и написано, что он до 17 вольт, но я специально полностью не заряжал, чтобы не спалить. То есть мы начнем как бы с минимума. Итак, подключаем крокодильчики. Раз и два, плюс и минус. И вот сюда. Так. Смотрим, что у нас здесь по ваттметру. 250 ватт, 19 ампер, 13,8 вольт. Светодиод дико горит. Просто фантастика. За несколько секунд успел нагреться на десяток градусов. Жалко, что, похоже, не получится зарядить полностью аккумулятор и проверить. Скорее всего, он при этом сгорит. Нужно делать какое-то падение напряжения на аккумуляторе. Может, резистор какой-то поставлю, может быть, диод. Чтобы, допустим, 1 вольт было падение напряжения, и я мог полностью заряжать батареечку. Ну а пока нужно определиться, как же конструктивно выполнить этот проект. На выбор у меня есть вот такая чашка. Есть линза Френеля, с которой ее можно совместить. Вот для начала можно попробовать сделать отверстие и прикинуть, как оно будет светить. Когда увидел эту миску в магазине, очень захотелось сделать эксперимент. А вот теперь, друзья, скажите мне, каковы шансы на успех? Что вот такая конструкция, самый случайный отражатель в виде миски и линза Френеля даст нам хороший луч. Мне кажется, шансы должны быть очень маленькие. Ну давайте-ка попробуем. Для эксперимента я взял батареечку поменьше, чтобы сильно не нагревать. Здесь получается всего лишь 60 ватт. Сейчас мы будем давать. Не так уж-то и много, да? Ну вот, подключаем. Оп. Запустилась зверь-машина. И светит как-то так. Видно, что есть два контура. То есть отражатель так себе работает. Ну а если ставим линзу Френеля, то вот что получаем. Яркое пятно. И очень сфокусированное. Самое интересное, если ее перевернуть, то пятно будет еще ярче. Видимо, так она и должна работать. Я в шоке. Ребята, это вообще какой-то лютый успех. Ну такая красота не могла не получиться.
Вот еще раз повторюсь, какие шансы, чтобы взять готовые детали и сошлось фокусное расстояние? Оно сошлось буквально настолько, что стоит мне убрать вот этот скотч, миллиметр убрать, и оно вообще четкое получается. Бьет просто мега-мега-мега суперским лучом, даже по светлому видно. Луч бьет практически параллельно. Это фантастика. Сейчас стемнеет, ребята, и мы поедем пробовать. Подготовил финальный тестовый образец, снабдил вентилятором, снабдил выключателем и по-нормальному прикрепил батарейку. При этом вентилятор не очень справляется, хотя продлевает срок работы фонаря. Ребята, ну я вам обещал показать супер-мега фонарик лазер. И вот вроде бы он наконец-таки получился, всего лишь со второй попытки. Сейчас мы будем светить на вон тот дом. Мы на него светили 10-киловаттным фонарем. Конечно, поразительно. Вам не очень-то это понравилось, но надеюсь, сейчас все понравится. Итак, давай, бро. Даю, ебой. Ебой! Вот это да! Нет, вы видели? А ну-ка, давай попробуем. Ух ты, ёбай! Медь джедая! Все, а ну-ка, блок ставлю, давай. Блок, да. Дичь. Прибыли на новое место. Здесь просто нереально много домов. Правда, и засветка хорошая идет от церкви. Ну да ладно, попробуем. Я настолько уверен в мощи этого нашего фонарика, что думаю, победим. Все. Давай пробовать. Ну. Это многоэтажный дом. Это тоже многоэтажный дом. И это тоже все многоэтажные дома. Находятся довольно-таки далеко. Метров 500 от нас. Так, прицеливаем дальше. Этот уже метров 600-700, наверное. Тоже добивает. Блин, а это где? Это вообще далеко. Ребята, это очень далеко. Вот этот ряд домов поближе. Не заселенные, поэтому светим на них. Ну что ж. Ты можешь прямо срубить эти дома лучом. Новая локация. Нашли зеркальное здание. Хотим попробовать переотразить луч. Попытка. Не отражает, да? Вот, блин, недостаточно зеркальная. Решили потренироваться на знаке. Может, вообще это нереально. О. Непонятно. Ну, что-то вверх пошло. Но нет. Ладно, поехали дальше. Ну, знаки определенно неплохо отражают. О, нормально. Вообще жестяк, блин. Новая локация, ребята, у нас мега красивая. Все здесь собираются, чтобы посмотреть на красоту Ростова. Ну, уже, правда, темновато, все разъехались, но приехали мы. Здесь куча недостроенных зданий, и можно спокойно на них светить. Давай. Давай огня. Раз. Жестко. Жестко. Видно квадрат. Видно добивает. Тихо, я за тобой не успеваю. Слушай, ну тут вообще нереально было. Сейчас вообще классно. Ну, вон еще есть незаселенное здание. А ну-ка. Ну это вообще далеко. Круть. Просто фантастика. Мост железнодорожный. Офигеть. Ну да, видно, видно. Все видно. Ребят, я честно, я сам не ожидал, что так получится. Найти бы здание такое, чтобы вообще насквозь его просквозить. Вот это круто было бы.
Вот оно, ребят, на зуме. Ну, а вот без зума. Ну, надеюсь, вам видно. Все видно, как оно далеко бьет и как оно круто лупит. Я никак не мог ожидать, что в Миска от Ашана будет так работать. Понятно, светодиод мощный, хороший. Ссылочку на него я таки оставлю в описании. Потому что, ну, очень уж крутая вещь. Я ее долго искал, ну, нашел. Это самый мощный светодиод по концентрации энергии с квадратного там сантиметра площади. Самый мощный светодиод. Мощнее я не встречал. А чтобы сделать такой узкофокусный луч, как раз таки нужно, чтобы точечно бил. Вообще круто, круто. Не смогли пройти мимо воды, идем на мост. Я в предвкушении. Хоп. Вижу, отражает на дом. Ребята, смотрите. Зайчик. Вот это да. Фантастика. Все-таки нашли мы место, где отражает. Давай еще чуть-чуть поотражай. Визуально видно, как отражается луч от воды. Под тем же самым углом, под которым падает на воду. А? Дома срезать? Срезай дома. Здесь еще не срезали, надо срезать. Кто-то в ответ? О! О! О, ребята, смотрите. Еще вот фонарик висит, жесткий. А уточку можешь найти? Где она там крякает? Как нет? Да, вон они, смотри. Назад чуть-чуть. Верни. 3 уточки там. Вон они. А, то камыши, по-моему. Поплыли все-таки? А, вот, вижу. Да-да-да. Смотри-ка. Вот она. Поисковый фонарик получился. Хороший. Можно искать кого-то. Следующий шаг теперь, чтобы плавил фонарик. Добиться этого. Приехали на базу под впечатлениями. Да, ребята, что будет прикольно, я, в общем-то, ожидал. Но что будет настолько круто, даже и не мог подумать. Так что ссылочки на сверхмощный светодиод и линзу Френеля я оставлю в описании под видео. Ссылочки на Алиэкспресс, ссылочки реферальные. Для вас это дороже стоить не будет. Ну, а мне, если вы приобретете через них, возможно, это немножко поможет насобирать денежек на будущие проекты. При подключении светодиода будьте аккуратны, не превышайте номинальный ток. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!